Друзья, всем привет! Я Виктория, и вы у меня на канале. И сегодня у нас будет распаковочка посылки. Это посылка от Тани из Германии. У Тани тоже есть канал про парфюмерию. Называется Татьяна «Мир женщины». Я лучше оставлю под видео канал Тани. Обязательно посмотрите. Так, сейчас мы будем распаковывать. Друзья, хотела с вами такую тему обсудить. Как вы вообще относитесь к подаркам? Умеете ли их принимать? Легко ли вам это дается? Потому что я знаю, что вообще, ну вот когда Таня мне предложила, я, конечно, была рада, но внутри меня было такое, что да, ну как-то я тоже что-то тогда должна и так далее. Ну вот какое-то это чувство долженствования. Скажу честно, я умею с ним справляться. Для меня это не то, что большая проблема. Но я знаю людей, у меня есть такая подруга, довольно близкая. Мне, если честно, довольно тяжело, что я хочу что-то сделать для нее такое доброе, хорошее, но она от всего отказывается, и она мне объяснила, она тоже изучает психологию, она мне объяснила, что вот ей тяжело принимать, потому что она чувствует себя должной, и там, естественно, это связано с детством. Вот, я все это понимаю, но все равно. Ну, знаете, я вот не из тех людей, которые кого-то заставляют. То есть, если мне сказали нет, то я сразу отхожу. Я не из тех людей, которые будут как-то все равно продолжать предлагать: нет, все-таки давай, там, не знаю, будешь чаю? Мне скажут нет, я такая: ну, ладно, значит, человек не хочет. И я не буду никогда бежать, там, нет, ты все-таки, может, будешь чай, я не буду предлагать 33 раза. Ну, вот такой я человек, и я думаю, если человек отказывается, то, наверное, он и правда не хочет. Я никогда не думаю, что это почему-то вежливость. Ну, как-то у меня так, ой, блин, там уже столько всего, друзья. Я специально хотела все распаковать вместе с вами, чтобы поделиться с вами эмоциями. Я обожаю посылки, я обожаю их отправлять, ждать, получать. Боже мой, тут какой-то такой конвертик. Таня, я не знаю, что там, но спасибо тебе, так красиво все упаковано, просто Dior Beauty нервно курит. Ой, господи, я прямо вот так вот разрывать, да, сердечко, аккуратненько. Тут куча чаев, я прям чувствовала, что пахнет очень вкусно. Таня, я обожаю чай. Я просто сумасшедший. Вот у меня даже здесь стоит чай. Я с собой в дорогу делаю чай. Я всегда пью чай. Летом, зимой. Я просто какой-то чаеман. Обожаю. Особенно тут такие чаи. Я так понимаю, что они полезные. Какие-то еще травяные. Это прям супер. Таня, спасибо тебе большое. Happy India. Они очень вкусно пахнут. Класс, класс. Таня, спасибо. Так, ну дальше. Так, Таня мне написала письмо. Так, в общем, это, это мое. Так, друзья, вы смотрите. О, блин, ну с чего начать? Это у нас Таня, Конплот. Я знаю этот бренд. У меня есть его кольца и браслеты. Боже мой, как круто, Таня, спасибо тебе, как классно, посмотрите. Таня, ты прям знала все, что я люблю. Я вроде бы это не светила, я обожаю тоже всякие шарфы. Шарфы всякие, палантины. И цвета такие, ой, какие классные цвета, Таня. И все так вкусно пахнет здесь. Видимо, тут это чай или еще что-то. Так, продолжим. Продолжим. Тут еще одна записочка. Я поняла. Читать после затеста. Друзья, это слепой затест.
Я думаю, что я сниму отдельное видео со слепым затестом. И первый, тут не номера, а тут такие вот сердечки наклеены. Я думаю, что все-таки по ним они будут различаться. Первый это вот такой с розовым сердечком. И, друзья, сначала я тут услышала ноты, которые мне напомнили бронзовую богиню, Bronze Goddess от Estee Lauder. Напомнила мне какая-то укропность. В бронзовой богине там есть кокос, и вот кокос мне дает какую-то рассольность таких огурцов с укропом засоленных. Вот здесь я почувствовала сначала что-то такое. Потом я стала носить, и вот какая-то нота пряности, но которая добавляется в еду, я чувствую. Укроп это, лавровый лист. Вот ветивер мне дает еще иногда такую ноту. В общем, ощущение было, что и что-то сладкое здесь есть. И я думаю, что это ваниль. И у меня было такое ощущение, как будто бы я сидела где-то на кухне, и на кухне готовили мясо с приправами. И тут есть еще, кстати, чуть-чуть цитруса, и может лимонно-ванильный пирог. И вот моя одежда вся пропиталась вот этим ароматом. Вот, кстати, Versace Crystal Noir вроде тоже такой, знаете, аромат про еду. Там больше там вот этот имбирный такой кокосово-молочный суп типа том-яма. Но почему-то мне нравится. Так, так еще. Вот этот, кстати, парфюм, я его носила на себе, и он абсолютно по-разному открывается на блотере и на коже. И я думаю, что на горячей коже он открывается лучше всего. Сначала здесь был лимон, и лимон звучал очень долго. И я уже отчаялась что-то еще там почувствовать. На моей холодной коже всегда звучит цитрус намного громче всех остальных нот. Но потом все-таки стало открываться что-то цветочно-ванильное. И я даже тут почувствовала такую базу, она мне очень напомнила базу Faberlic. Я знаю, что у Тани от Faberlic есть Фортуната, но тут должен быть миндаль, и по отзывам горький миндаль, а я здесь, ну вот такого миндаля, к которому я привыкла, я здесь не ощущаю. Ну вот такого, знаете, как в Le Instant Magic от Guerlain, или у Guerlain тоже есть еще в Black Perfecto Floral, тоже есть миндаль. Но вот здесь я не чувствую такого миндаля, а база мне очень напоминает базу Faberlic. Так, и третий парфюм слепых затестов. Я не знаю, относится ли он к слепым затестам, но я его сюда присоединила. В общем, друзья, вот это мне очень понравилось. Тут жасмин. И вначале он такой довольно индольный жасмин. Немножко мне напомнил жасмин тоже, опять же, из Герлена, из Самсары. Но он на мне быстрее открылся. Самсара на моей холодной коже в нормальную погоду, не в жару, открывается довольно долго. А здесь он как-то побыстрее открылся на мне и запудрился. И такой красивый запудренный жасмин. Я тоже, ну не тоже, а я тут стала думать, может, это что-то герленовское. Ну, похоже очень. Так как запудривается, либо тут ирис должен быть, либо фиалка. Очень красивый, такой жасминовый, вот когда он уже открылся, да, такой нежный, такой пудровый. Вот он мне прям сразу понравился, я еще только их развернула все, вот он мне больше всех понравился прямо сразу. Он уже тогда чувствовалось, что он запудривается. Не знаю, что это, но мне прям мое. Буду носить однозначно. Так, ну что,
Открываем Танину бумажку. Читать после затеста. Сразу не открывать еще раз, если я все-таки начну. Так, пудровый... Ты дымс. Таня, я не понимаю. Я, наверное, с Таней спешусь, спрошу у нее, потому что вот тут, я так понимаю, вот это сердечко одно такое оранжево-розовое. Таня просто написала мне, ну, тут... это, боже мой, вот это я бы не подумала. Друзья, в общем, вот этот вот аромат, который мне показался с какой-то едой. Сейчас вам расскажу. Пудровый, фруктовый, ванильный, сладкий, зеленый, древесный. В общем, здесь есть бергамот и лимон, инжирный нектар, зеленые ноты, гидеон, ваниль, кедр, сандал. Вот бергамот, который в Bronze Goddess есть, он мне, наверное, вот и укропит. Там тоже такой бергамот укропный. А сандал, видимо, рассолит. Вот это сочетание, видимо, у меня вызывает такие ассоциации. В общем, ну да. Да. Да, понятно. Это аллюр. Аллюр. Нет. Я тут, друзья, тут размылась. Я не могу прочитать, я вам напишу. В общем, by Kilian. Это что-то... Adults. Да, я знаю такой парфюм у Kilian Adults. Никогда его, кстати, на себе не носила. Ну, видимо, на блотере попробовала, не зашло мне. Так, и второй парфюм. Это Versace. Надо же, я Versace вспомнила, но не в том месте. Это вот тот самый, который мне сначала был такой очень лимонный, да. И что тут в верхних нотах? Бергамот, цитрусы, инжир, груша. Потом у нас кардамон, лилия, жасмин. И вирджинский кедр, сандал, мускус. Летние, кстати, такие парфюмы. Вот, ну, слушайте, друзья, а вот этот для меня загадкой остался. Я напишу вам обязательно, что это вот такое, что это за третий парфюм. Так, вот он. Это то, что в этом пакете могло бы быть. Таня, кстати, работает в магазине. Там, вот знаете, у нас тоже такие в Питере есть. Там полезная еда, всякая органическая косметика. Доктор Хаушка. Так, это очищающий лосьон. Все, мне надо будет это все почитать внимательно. Это парфюм. Это Кабатин Голд от Гре. Парфюм с Гре. Я его поносила на себе, и вы знаете, у меня мнение не особо изменилось. Это медово-цветочный аромат. В нем слышится альдегидность и такая шипровость, хотя тут в базе есть пачули, да, которые, наверное, дают такую шипровость. И мед тут не заявлен, тут заявлен в верхних нотах дыня, и я думаю, вот дыня, она дает такую медовость. И в средних нотах здесь жасмин, пион, и что-то еще, какой-то белый цветок, фрезия, может быть. Ну вот красивый белоцветочно-медовый аромат. Я такие очень люблю. Спасибо большое, Таня. Это прям попадание в десяточку. Как и вот это вот. Это что у нас? Это тоже доктор Хаушка. Это... Мне кажется, это какая-то помада для губ. Ничего себе. Офигеть. Как классно, Таня. Как круто. И цвет такой интересный цвет. Он, знаете, он такой какой-то карамельно-розовый. Классный, очень сложный цвет, очень красивый. И я вижу, что, скорее всего, это мой цвет. Таня, ты угадала.
Он вот, мне кажется, под мой тон кожи хорошо будет. Так, еще одна. Боже мой, друзья, это ну просто еще одна помада. Какой классный цвет. Офигеть. Это такой, он такой нюдовый, но с таким жемчужным отливом. Обязательно в каком-нибудь видео я буду в этой помаде и увидите на мне. Так, боже мой. Это бальзам для губ с медом манука. Это очень классный мед. Его, по-моему, то ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии делают. Он продается на iHerb, и этот мед сам по себе очень дорогой ингредиент. Бальзам для губ прям то, что мне надо. Я всегда с бальзамом для губ, всегда, круглосуточно. Ой, вот это прям вообще, друзья. Лирика, 2020 год, национальная литературная премия «Поэт года». Это сборник стихов, и здесь есть стихотворение Тани, да? Таня, я же правильно все говорю? Такая же книга есть у Антона Иванцова, и он периодически читает отсюда какие-то стихи, и мне нравится то, что он читает. Класс, это современные поэты, сборник современной поэзии. Спасибо, Таня, большое. Как круто. Так, что еще у нас? Гамбург. Таня из Гамбурга. Да, Таня, правильно же я все поняла? И вот у меня теперь есть магнитик. Так, что еще? Это, я так понимаю, тоже из слепого затеста. Да. Да ведь? Да, это тоже для слепого затеста парфюм. Я так понимаю. Так, и это еще один парфюм. Ой, друзья, боже мой, вы бы знали, какие я сейчас эмоции испытываю. Офигеть. Тань. Да, это парфюм. Тимет Масаки Пари. У меня, кстати, ни одного нет парфюма от этого парфюмерного дома. Или дизайнерского. Я не очень знакома с этим брендом. Мне понравилось здесь такой момент. Он стартует цитрусами, причем очень ярко. И мне казалось, что ну все, я это не смогу носить. Цитрусы сейчас меня заморозят. Но потом он стал открываться и очень интересно открылся какими-то водными нотами и сахаром в базе. И он вот такой водно-сладкий, оттененный цитрусами. Аромат чистоты. Но при этом, ну вот, мне его приятно носить, потому что он не кислит. Он довольно простой, довольно понятный, и мне кажется, что он хорошо подойдет вот не только на лето, да, как казалось бы, это лето мне показало, что не всегда цитрусовые такие вот свежие ароматы хочется летом, лично мне. Мне иногда хочется под настроение, когда хочется, знаете, прям такую белую рубашку, какой-то чистоты, такой собранности, волосы собрать в пучок, пойти что-нибудь делать такое по работе. Вот я люблю такие ароматы. Такой рабочий вариант для меня. Друзья, столько всего, вообще все, что я люблю, Таня. Видно, что Таня смотрела мой блог, ну даже там я, мне кажется, всего не рассказывала. Просто так угадать все, что я люблю, все мои интересы, я поражена, я просто поражена. Класс, класс. Таня, хочу тебе сказать просто огромнейшее спасибо. Ты доставила мне такое невероятное удовольствие, и не только от распаковки посылки, хотя от нее, конечно, тоже, и от всего, что ты мне прислала, от того, что это такое внимание, да, я понимаю, что ты меня, правда, знаешь.
И вот это вот, мы когда с Таней переписывались, мы говорили о том, что очень круто, что есть YouTube, есть интернет, и мы теперь можем найти близких людей по духу, независимо от того, где мы находимся и где мы живем. И вот посылки это такой способ материализации нашей связи, что мы правда существуем, что мы не просто где-то там в электронном виде в интернете загружены, а мы правда живые люди. И вот я сейчас прям почувствовала, Таня, твое тепло, твое внимание, твою заботу. И у меня нет сейчас слов, я немножко в таком состоянии, да, когда эмоций больше, чем слов. И я еще такой человек, я все время почему-то себя пытаюсь сдерживать, только как раз в творчестве, да, там в кино позволяю себе все свои эмоции отпустить, а так все время стараюсь как-то себя держать. И вот сейчас просто я не могу выразить даже словами все, что я испытываю. Это просто невероятно. Это круто. Это, я не знаю, все, я не могу больше ничего говорить. У меня нет слов. Спасибо большое, Таня, огромное спасибо. Все, друзья, я не могу больше ничего сказать. Мне надо посидеть. И спасибо огромное, Тане. Я не знаю этих слов. Спасибо, друзья, что вы были со мной, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Переходите к Тане на канал, оставлю ее канал внизу в инфобоксе. Все, всех целую, обнимаю, всем пока.